привет. Привет. Здорово. А мама где? На кухне. Мам, Женьки пришли. Саш. Ой. Привет. Я уже здесь. Сейчас я... Сейчас... Что случилось? Саш, говори, я же вижу. Оказывается, бывший муж уже приехал и требует срочно вернуть ему машину. Целой. Так что ты молчишь? Это ведь моя проблема. Я сегодня же привезу деньги. Не рисуешь? Я привезу. Дядя Саш, я закончила. Дядя Саш. Давай. Ой, какая ты умничка. Правда, здорово подтянулась, без шуток. Как же жалко, что в жизни так не получится умножить одно число на другое. И чтобы волшебным математическим образом появилась нужная сумма. Добрый день. Здрасте. А вы кто? Это вы меня что, не узнаете? Артамонов, Женя. Нины Артамоновой сын. Давненько ты тут не появлялся. Давно. Мой заходит. Васька. Частенько. То с бабами с какими-то, тут собаку при... О, вот же он. Спасибо. Привет, батя. Ну, приглашай. Или соврешь, что жильцы дома. Нет. Я давно сюда переехал. Как Ленка выставила. Ага. А ты, значит, квартирантов катапультировал, да? Да они сами еще с Нового года растворились. Ну и к лучшему. Теперь я буду здесь жить. Давай-ка на чистоту. Лена, ты за что выгнала? Еще и на развод подала. Ну, было дело, закрутила тут с одной. В принципе, и сейчас мы встречаемся. А Ленка как-то узнала. Ясно. А ты, значит, хотел прыгать между двумя, и чтобы никто не знал. Раздолбай ты, Вася, хоть и в органах служишь. А Лену жалко, достался я непутевый. Ты-то у нас больно путевый. Не успел мать похоронить, уже закрутил с какой-то шалавой. Ничего, я вас не обидел, Евгений Алексеевич. Ага, давай поговорим. Давно пора эту тему обсудить. Не собираюсь, одно только скажу. Знаешь, как мне тогда было? Ты хоть представляешь, как это стыдиться собственного отца? Соседи боятся встретить, чтобы они лишний вопрос не задавали. А врать Женьке про мать стюардессу я не стану. Командир, приветствую. Это штурман твой. Слушай, командир, у меня тут проблемка образовалась с приборной панелью. Ага. Знаешь, я техников вызвал, а они нулевые. Приходится самому до всего доходить. Чтоб не сказать, доползать. Может, приедешь, Жень? Хорошо, подскочу. Я шашлычок организую, мясо замариную. Давай, все будет от винта, я жду тебя. Я считаю, уже надежный. Да.
с деньгами не получилось. Пойдем на кухню. У меня есть дружок Никита. Ну, мы летали вместе. Вот, он недавно открыл клуб, аэроклуб. И что? Я у него возьму. Точно. Чай будешь? Да. Угу. Ну, Саш, а давай пойдем вместе, а? Куда? В аэроклуб. Там рядом наша дача. Ты побудешь на свежем воздухе, и Сашка Женя, а? А если Рома позвонит? Я же должна ему машину показать ущерб. Слушай, ну ты ведь сама хотела хоть разок улететь от нее подальше, ну? Ну так, может, начнешь пробовать с коротких рейсов, а? Саш, поехали. Сашка будет счастлив. Тащи стул. А, да. Слушай, а ты читала сказку про Буратино? Конечно, еще в 5 лет. А читаешь с 4. А помнишь, там были... Артамон и Мальвина. Вот и про них тоже. Артамонов и Мальфина. Дядя Никита! Ой, господи, какая красотища! Мы же в городе-то не видим этого ничего. Бродим среди бетонных коробок. А здесь ветер, воздух, цветы. Ну, видишь, а ты ехать не хотела. О, сам хозяин пожаловал. Низкий вам поклон, хозяин. Чего это делаешь на чужом участке? Нарядный такой. Здорово. Здорово. Батрачу помаленьку. Не стыдно тебя? Ничего здесь не подготовил, порядок не навел. И такой цветок у гостя пригласил. Ну, давай, знакомь. Это Александра, ее сын Саша. Ну, а это главный говорун авиации, мой друг Никита. Прошу любить и жаловать, Александра. Вы уж простите моего товарища за то, что в такой беспорядок вас пригласил. Ну, учителя растения не тепличные, я и помочь могу. Нет. Участок мой и убирать, красить мне. Вот и замечательно. А я так шашлычком займусь, столик накрою. Так что располагайтесь, Спасибо. друзья. Заходи. Спасибо. Какой запах. Затлостью пахнет, да? Я проветрю. Нет, наоборот, хорошо, деревом, хвоей. У меня у бабушки точно такой же дом был. Я там все каникулы проводила, ну, лет 100 назад. Вот, а это комната, я думаю, здесь вам с Сашкой будет удобно. Лучшая в доме для дорогих гостей. Красота? Вы с Женькой, видимо, там будете, да? Ты еще Султана забыла. А Султан тоже к себе возьмет. Нет. Султан будет на улице охранять дом и твой сон. Роман, надо ответить. Не сейчас. Молодежь, выпускаем шасси, шашлык на подходе. Смотри, как Женька танцует. Классно. Я знаю. Ну а вообще, как у вас дела? Мне хорошо. Мне сольный номер по танцу дали. И по математике тоже хорошо. Слушай, рад за вас. Помоги мне. Жень, а у меня к тебе просьба есть. Дай мне пару уроков по танцу, а? А вам зачем? Дело такое. Барышню хочу одну очаровать. А она медик, а медики люди очень серьезные. Научишь? Ну тогда вальс. Вы должны пригласить ее на вальс. На вальс. Давайте попробуем. Как это? Раз, два, три, раз, два, три. Султан, идем танцевать. Раз,
Наелись? Сейчас будем чай пить. Опа! И на десерт. Это лишнее. Погоди, Жень, ну по 5 грамм. Для атмосферы Никита, воздух. убери. Нас с тобой еще ремонт ждет. И я хочу закончить его поскорее. Поэтому поехали. Иди заводись, а? Вот ты брюзга. Да я всегда на взводе. Так, Ну что, мы поедем? Ага. Не скучай. Будь здесь хозяйка. нет, скучать мы точно не будем. Если что, проведу урок. Географии, биологии и зоологии одновременно. Чего? Мама, какие уроки? У нас же каникулы. Да я пошутила, расслабьтесь. Высший класс, командир. И пилотаж должен быть высшим. Ты о чем? Ни о чем, а о ком. А говорю я, командир, о твоей прекрасной, таинственной гости. Ты знаешь, я тебе даже завидую. Наконец узнаю прежнего Артамонова, бодрого, жизнерадостного, а не какого-то зачуханного мужичка, который погряз в меланхолии и проблемах собственной дочери. Ну, Саша, она замечательная, пока радоваться нечему. А ты самый замечательный. Ты ни на секунду не должен об этом забывать. Я ей пока только одни проблемы создаю. Все это ерунда по сравнению с тем, как Женечка на нее смотрит. Неужели ты не понимаешь, что ребенку нужна мама? А Александра, она замечательная кандидатура. Слово какое-то неприятная кандидатура. Саша, она не кандидатура, она... Ладно, давай делом займемся, а то мне еще надо по делам. Так. Чего там? Случилось что-то? Да все нормально, все. Проверяй, испытывай. Слушай, а я голову ломал. А ничего, на месте твоя голова. Ну, говори, сколько я тебе должен за труды? Ну, это не ты мне, это я тебе, если... Это ты сейчас так витиевато в долг просишь? Сколько? Никита, я за работу верну. Если хочешь, я у тебя отработаю. Не пилотом, конечно, а техником. Сколько денег? 10 тысяч евро. Ну, нормально. Да, нормально. Саша по моей вине машину разбила, а машина ее бывшего. Слушай, у меня сейчас с деньгами проблемы. Все, что было, вложил в клуб. Никита, ну что ты извиняешься? Перестань. Скажи, сколько сможешь, если сможешь, конечно. Да я все смогу, только в город съездить надо. Дело терпит? Ну, не очень, но... Слушай, когда достанешь, тогда и хорошо. Извини. Да. Я подъеду. Сегодня же. Я сказал, подъеду. Командир, не переживай, достанем денег. Спасибо. О, Евгений. Явился, не запылился. Я уже думала, мне самой к тебе в гости надо заехать. Бабло привез? Извини, Зоя. Извиняю. Я спрашиваю, бабло привез? Деньги сейчас небольшой напряг, а вернее большой. Чего? Я прошу тебя, ну, подожди немножко. Я потом дам больше, правда. Ну, просто подождать немножко. Пожалуйста. Я попозже, правда, дам. Женя! Что ты меня лечишь? Попозже! Побольше! Мне надо сейчас и столько, сколько положено.
А твои проблемы мне до одного места. А вот если ты денег мне не дашь, тогда у тебя точно будут проблемы и большие проблемы. Я прошу тебя, как человека, ну. Человека? Ты вспомнил, что я человек. Очень смешно. Что-то раньше ты обо мне не думал, как о человеке. Че ты мутишь? Зоя, я чужую машину разбил, ну. Чужую машину? Мы катаемся на чужих машинах. А людям, может, жрать нечего. Жрать или закусывать? Скажи еще, что я бухаю, давай. Ты что, мне наливал, что ли? Ладно, чё мы как псы цепные, Зоя, как неродные. Короче, у меня проблема. Мы его посадили. какого твоего? Какого? Какого? Нынешнего? Витька моего посадили! Слушай, знаешь что? Короче, не дашь денег! Зоя, я все сказал. Что ты мне сказал? Я твои сказки 10 лет назад выучила твои сказки. Зоя! Зоя, 100 лет как Зоя! Короче, не дашь денег. Витьку очень не понравится, что он по твоей милости в СИЗО будет сидеть голодным, а еще ему не понравится, что ты не будешь заботиться обо мне. На! А вот тут домик Бабы-Яги. Мне папа в детстве рассказывал. Бабу-Ягу верила? Я даже смотреть туда боялась. Мне казалось, что она на меня оттуда смотрит. Но теперь мы здесь не часто бываем. Ну почему? Такое красивое место. И речка рядом. Папа не любит здесь бывать. Не знаю почему. Наверное, чтобы ты Бабу-Ягу не встретила. Я в нее уже давно не верю. Идем, Султан. Какая насыщенная жизнь была у вас, Евгений Алексеевич. И очень красивая жена. Ой, беда какая. Люда, блин, а? Хочешь, чтобы я совсем сдох? Не ругайся. Это я только начинаю. Вот объясни мне, пожалуйста, я занятой человек, работаю до ночи. Ну что, нельзя просто на кнопку на стиральной машине нажать? И это как можно забыть? Я не понимаю. Послушай, ну я же тоже работаю. А где мне теперь чистую рубашку достать? А? Подскажи, вот подскажи. Ну вот, смотри, вроде вполне чистая. Слушай, а ты своей бывшей тоже такие стельки закатывала? Успокойся. Нервные клетки не восстанавливаются. Между прочим, у меня сейчас будет очень важная деловая встреча. У нас на фирме не сошлись отчеты на несколько миллионов, между прочим, и на ваш отдел-то могут повесить спокойно. Да? Да. А ты у Александры у своей не хочешь спросить, почему это произошло и как? А она здесь при чем? Ром, открой глаза. Не слишком ли много совпадений? Машина разбита, деньги вдруг пропадают именно там, где твоя бывшая работала. Ну, по-моему, ты сейчас на бухгалтерии, нет? И что? Ром, да Сашенька твоя до сих пор тебе ноги вытирает. Притворялась такой хорошенькой, рубашечки тебе гладила, да? Теперь машина разбита, деньги она твоя украла, а ты ей все прощаешь. Слушай, мне кажется, или ты до сих пор к ней неравнодушен? Да, Ром. Добрый день. Ну, хотя не очень добрый, конечно же. Ром, я все исправлю. Я Да, дам деньги за конечно, ремонт. машина это само собой. Только здесь проблемка похлеще нарисовалась. Сама расскажешь или как? Значит, я. Хорошо. На фирме обнаружена растрата на очень кругленькую сумму. Угу. Ром, остановись, пожалуйста. Ты что-то перепутал. Ну, я лично закрывала этот отчет. Ну, конечно, там все до копейки сходилось. Нет, да нет, этого не может быть. Ну ты что? Ром, не кричи, пожалуйста, я тебя прошу. Хорошо, я тебя поняла, я приеду. Султан, иди в тенек. Дядя Женя не вернулся еще? Сань, слушай, нам, похоже, придется уехать обратно. Куда ехать? Типа папе? Ну, там на фирме возникли проблемы, надо разобраться. Где твои вещи, диспресс? А я не поеду. Надо, Саша. А мне надоело.
Ты как только он позвонит, сразу бежать готова к этому предателю. Да, сейчас ты совсем не прав. А ты права. Ему ты не нужна, и я не нужен. И чего это мы должны ехать? Должны и все. Тон смени, пожалуйста. Вот и поезжай, если должна. А я ему ничего не должен. Саш! Не должен. Привет. Сашка, Жень! Ты представляешь, а дети ушли куда-то. Не предупредили, ничего не сказали, телефоны оставили, Султана не взяли, я не знаю, что думать. Что, без тебя ушли, да? Оставили тебя? Да не в этом дело. Мне с работы позвонили, с бывшей, сказали, что там ЧП. Вот, ну я Сашке объяснила, что надо срочно в город ехать. Он что-то расстроился страшно. Я даже не знаю. Саш, ну что ты паникуешь раньше меня, ну? Да нет, я не паникую, просто он никогда себе такого не позволял. Он знает, что я буду волноваться, он всегда предупреждал, если куда-то уходит. Как бы он глупостей каких не наделал, а? Он такой расстроенный был. Может, Никите позвонить? Да, он в город уехал. Жень, ну надо что-то делать. Жень. Женя. Ой. Ну что, старая гвардия, а? Давай, не подведи, ищи наследников. Ищи, мой хороший, ищи. Держи. Ага. Ищи. Ай, молодец. Ищи. Ищи. Саш, ну зачем ты так с мамой? На нее нельзя кричать. Чего она как маленькая? Ну, все равно мама это... Вот если бы у меня была мама, я бы на нее никогда не кричала. Я бы ее обнимала и целовала все время. А там что? Осторожней, там обрыв. Мне папа рассказывал, когда я была маленькая, что там внизу домик водяного, и что ночью он выходит и плавает по речке, а днем прячется под обрыв, чтобы его люди не заметили. Ищи. Ну что это за проблема, может быть? Да, неважно, там на фирме бывшего мужа. Разберусь. Я больше за детей волнуюсь. Да не переживай, найдем, ну. Завидую твоему спокойствию. Привычка. Главное в экстремальной ситуации оставаться спокойным. Хотя, если честно, я тоже волнуюсь. Ищи, Султан. Давай. А вон они. Где? А вон. Саш, Жень, ну мы же волнуемся. Он плавать не умеет! Сашка, давай, греби руками, ногами, давай! Ой. Сашка, ну разве так можно? Ты вообще представляешь, как ты нас напугал? Я дядю Женю попрошу, он тебе такую взбучку задаст. Саш! Ну что ты молчишь-то? А, то есть это ты со мной теперь не разговариваешь? Да, сам удивил. Обещал стать летчиком, а сам чуть в подводники не записался. Турбулентность была сильная, а я ремней не пристегнул. Саня. Мам, значит, мы сегодня никуда уже не едем? Да куда уж мы теперь поедем-то? Горе ты моя луковая. Не луковая, а мокрая. Да, Султан. Представляешь, мне пришлось ставить ему вторую кружку эсмарха. Ой, я догоню. Хорошо. Логвинов, не поясничайте, вставайте. Вставайте. Мария, простите меня за все. Это вам, Мария. Как медику? Оригинально.
как потрясающей девушке, которая пострадала от пациента-хулигана. Досталось вам? Врачам сильнее. Может, им этот шедевр передарить? В качестве компенсации? Ни в коем случае. С врачами я уже переговорил, они остались не в накладе. А вы? Ну, что я? А вот мне нужна компенсация. Мне пришлось отбиваться от всех ваших поклонниц. Пришли сюда, все вас искали. Подозревали меня в похищении. В таком случае, Мария, позвольте вас пригласить на ужин. Пожалуйста. Я дежурю. Знаете что? А мы с вами ужин закажем. Прямо сюда. И устроим пиршество. Угу. И будем есть из биксов в свете кварцевых ламп. Странный вы, Логинов. То сбегаете отсюда, то снова сюда приходите. Это значит, да? Держи. Пап, а ты не помнишь, где мой велосипед? Велосипед? Велосипед. Мне кажется, есть идея. Все-таки здорово, что удалось вас украсть из отделения. Если бы я сама не захотела, я бы не укралась. Да? Я думала, вы летчик. А вы, похоже, танкист. Прете в лобовую атаку всегда так? Только с девушками, которые украли мое сердце. Послушайте, Никита, я медик. А мы люди с хорошо развитым и здоровым цинизмом. Так что мне все эти песни можете не петь. Переходите ко мне на работу. Так куда? Домохозяйкой-посудомойкой? Нет. Медиком в мой аэроклуб. Я мечту детства осуществил. Свой аэроклуб открыл. Мне очень нужны медики. Особенно такие циничные, как вы. Послушайте, Никит, вы замечательный, правда. Море обаяния. Всем лежать, никому не устоять. Но только я-то вам зачем? Я никогда не буду такой, как эти барышни, которые вас навещали. Такую не надо. Вы, Мария, лучше всех. Знаете, когда добегаешь до полтинничка бодрой рысью, начинаешь понимать, где пустое, а где настоящее. Я все понимаю, но помочь вряд ли смогу. Мария. Знаешь, глупость, конечно, но я здесь у тебя на природе почувствовала себя какой-то спокойной, что ли, счастливой. Впервые за долгое время. Ой! Несмотря на эти Сашкины закидоны, несмотря на его купание, на эти проблемы с машиной, такое ощущение, что здесь все проблемы куда-то испарились. Тебе здесь нравится? Очень. Ну, дача, конечно, запущена. Но я тебе обещаю, я ее приведу в порядок. Слушай, а хочешь, я качели повешу? А давай. Саш, я тебя обманул. Велосипеда здесь нету. Он на чердаке пылится. Так. Я его достану, пусть дети по поселку гоняют. Господи, как же давно я не обсуждала планы на будущее ни с кем. Совместное будущее. Я наткнулась случайно на твои старые фотоальбомы. Я их полистала, не удержалась, ты прости. Ну, хорошо, что полистал. Не надо ничего будет рассказывать. Нет, ты мне обо всем расскажешь обязательно. Ну, хорошо, но не сегодня. Я ведь раньше не понимала, не видела, что в мужчине главное. А сейчас видишь? Вижу. И что это?
Не скажу. Саш, я давно хотел сказать, ты очень красивая. Командир, с добрым утром тебя. Ну, как вам там спалось? А гостям твоим? Ну, я счастлив за вас. Слушай, командир, спешу тебе доложить, что деньги практически нашел. Сейчас в пару мест заеду. И на посадку. Ваши пылкие объятия. Доброе утро! Самое доброе. Жень, ну мне все-таки надо съездить в город, разобраться, что там на фирме. И что, любые возражения бесполезны, да? Ну, я тебе обещаю, мы с Сашкой очень-очень быстро вернемся. Ну хорошо, я тоже позже подъеду, подвезу деньги на ремонт машины. Я бы с тобой поехал, но Никите обещал дождаться. Саш, ты собрался? Да? Пап! Сашки что, уезжают? Ну-ка не грустить, нос выше. Ты сам сказал тангаж не задирать. Ладно, тебе не расстраивайся ты так, надо. Ну, надо так надо. Ты прости меня, я повел себя не как пилот. Я так смотрю, ты основательно решил стать пилотом, да? Ну, пилотом или нет, но когда вырасту, хочу быть похожим на дядю Женю. Беглецы, вы куда? Давайте нас проводим. Спасибо. На станции. Спасибо. Султан ждать. Ну как? После вчерашнего купания. Заболел? Молодец. Заходи. Султан, смотри, что мне папа подарил. Видишь? Да. Красиво, да? Здрасте. Пап, это что? Не что, а кто? Мама твоя. Вот вернулась. Ну что, пап тебе ничего обо мне не рассказывал? Враль ты, черту. Не старайся. Зрителей тут нет. А что мне зритель? Вот он мой главный зритель. Моя дочурка. Да, Женечка? Ну иди к маме. Моя девочка. Ну что там папа тебе рассказывал, что я умерла, да? А я вот она, живая. Пап, это моя мама? Подлец ты, Евгений Алексеевич, летчик за летчик. Как же так? Ребенок-то имеет право знать. Хватит. Как будто не в курсе. Почему она не знает правду о тебе? А вот почему она не знает правду? А вот объясни ребенку. Объясни, как ты забрал ее от меня, как ты скрывался столько лет. Прекрати этот спектакль. Давай по-человечески поговорим. Я тебе уже все сказала. Да ты же меня ниже вот этой собаки держишь. Думал, не найду вас. Думал, затеряйтесь. А я ведь сердцем материнским почувствовала, где моя дочурочка. Жень. Ты врал мне! Столько лет врал! Моя мама была жива! Женька, стой! Ну чё, поговорим по-человечески? Тварь. Какая же ты тварь. Она ведь ребенок, разве так можно? Ой,
Только не надо. Не буду я тебя жалеть. Меня бы кто пожалел. Довольно? Все разрушила. Дальше что? Дальше. Дальше я тут с вами поживу. Пока ты денег не найдешь достаточно. Разве для тебя бывает достаточно? А ты сперва дай, а там посмотрим. А ты уйди отсюда. Ну, не рычи здесь, а то как рыкну сейчас. Лучше б я тебя... Че, убил? Ну, не убил же, а любил. Ты лучше спасибо скажи, что я тебя от петли спасла. Ты же сама ее отдала. Или все по пьяни отшибла? А ты мне не груби, а терпи. Потому что я здесь с вами жить буду, пока Витька моего не выпустит. Женька-то при чем? Ты же и больно делаешь. Вот только не надо. Сам-то не ангел. Да, и еще. Если Витек мой меня разлюбит за то, что я ему не помогала, придется тебе терпеть меня до конца дней твоих. Так что готовь, Евгений Алексеевич, 2 кольца. Может, лучше в петлю. Ничего, тоже нормально. Мы с дочуркой и без тебя проживем. Квартирка есть, дачка вон. А девочке мама нужна, ты же знаешь. Она ведь меня теперь возненавидит. Ну и хорошо. Вся ее любовь ко мне перейдет. Ты же знаешь, все в жизни взаимосвязано. Не понял, что ли? Пожалуй, пора бы. Доченька, иди к маме. Ну, иди ко мне, мои хорошие. Мам, идем в дом. Послушайте, здесь и здесь. Здравствуй, Ольга Ивановна. Ты что, с ума сошла? Тебя в тюрьму посадят. Какую тюрьму? Вы что? Я ничего не понимаю. Мне Рома сказал, какие-то несостыковки в документации. Вообще какая-то темная история. Так я приехала для того, чтобы пролить свет, Ольга Ивановна. Угу. Там такие ошибки, которые ты точно не могла бы сделать. Правильно, потому что я все дела передала новому бухгалтеру. Конечно, а Рома тебя уволил, когда отчет был уже сдан. Поэтому вся вина на тебе. Что? Так, заходи, покажу тебе счета, на которые деньги были переведены. Давай. Да, Саш. Проблема. Да ты не переживай. Хорошо. Ну, конечно. Да, я приеду. Ну вот и все. Почему все? Как я все это объясню, а? Разве это можно объяснить? Поэтому сейчас съезжу, помогу ей. И на этом все. Да? Когда ты мне еще вот такая маленькая была. Доченька, Нет.
что нет. Мне не нужен такой папа. Папы так не поступают. Женя, мы обязательно сядем и спокойно поговорим. Я и твоя мама, мы тебе многое должны объяснить. А сейчас мне надо ехать в город. Ты со мной? Нехорошо как-то меня здесь одну оставлять. Я все-таки к вам в гости приехала. Ты сказал, что приехала жить. Ну да, жить приехала. А ты от меня сразу дочь забираешь. Жень, Не поеду. там тетя Саша в беде. Не поеду. И кто у нас такая тетя Саша, что мы так мчимся к ней? М? Любовница, да? И это нормально, ты считаешь? Забирать ребенка от матери, отдирать к своей бабе, да? Это ты? Ты мать? А что, ты? Из-за мать, из-за отца, из-за проезжего молодца. Ну-ка, хватит! Не кричи на маму! Ладно, я постараюсь быстрее вернуться. Ну, тихо, тихо. Моя девочка, тихо, не плачь. Ну и что ты, все. Вот такой у нас папка с тобой. Все они такие. Никит, ну наконец-то. Я тебе полдня еще. Виноват, телефон разрядился. Деньги достал? Продолжаю выполнять поставленную задачу по нахождению денег. Пока возникли некоторые проблемы, так что рейс по техническим причинам задерживается. Но уверен, погода благоприятная для посадки и все будет хорошо. Понятно. Я свяжусь с тобой, командир. Как только решу вопрос. До связи. Здрасте. Там кого?